Привет! Меня зовут Светлана. Сегодня 16 мая 2021 год. И у нас 15-е отчетное видео. На сегодняшний день вышиваемая мной картина «Винодел» выглядит вот таким образом. Всего вышито около 73%. В крестиках это 93 170 крестиков. Вот такой голубчик получается. Так, и вначале мне очень хочется поблагодарить Инну Стич за внимание и участие в игре, предложенной мной в прошлом отчетном видео, 14-м, «Охота на ведьм», про ушную серу. Я старалась, и старания не прошли даром. Спасибо. Так, познакомилась я на этой неделе с материалом на тему готика и соборы Средневековья. Так что, девочки, по Средневековью мы с вами продолжаем свои прогулки. Мне понравилась эта тема, и поэтому я решила с вами поделиться. Устраивайтесь поудобнее, берите иголочки. На экран можете уже не смотреть, картинка будет, как обычно, условно статичная. Держу одной рукой, поэтому винодел живет своей жизнью на экране. Ну, а мы будем вышивать, а я буду вас развлекать. Вот так. Итак, готика. Стиль, ставший визитной карточкой Средневековья. Она была отнюдь не единственным стилем эпохи, а лишь последним и, пожалуй, самым эффектным. Готическими принято называть памятники архитектуры XII, XIII, XIV и отчасти XV и XVI веков, в которых полнее всего отразилось средневековое настроение и менее всего обнаруживается влияние греческого и римского искусства. Украшенные фантастическим кружевом резьбы каменные шпили взметнулись ввысь и расцвели драгоценным сиянием витражей по всей католической Европе, начиная с XII столетия. Но ведущие роли в истории готического искусства, бывшего прежде всего искусством зодчих, сыграли, однако, именно Франция, Англия и Германия. Франция стала родиной готики. Англия выбрала ее национальным стилем, постоянно возвращаясь к ее формам, преобразовывая их, но не забывая. Германия же ее романтикам досталась честь вернуть готическое искусство из тьмы забвения и открыть миру его красоту. У современного человека перехватывает дыхание от восхищения при взгляде на шедевры готики, а ведь едва ли не какой-нибудь другой стиль искусства подвергался стольким нападкам и такой страшной критике, как готика. Сам термин возник не в средние века, как может показаться, а в эпоху Возрождения. В 1800 году Петти-Родель представил даже проект разрушения готических церквей, а в 1857 Бель посвятил целую лекцию доказательству того, что готическая архитектура во Франции не национальна и является воплощением ущербных религиозных идей, мракобесия и антидуховности. Кстати, изобретение самого термина «готический» приписывается Рафаэлю. Бытовала остроумная теория, объясняющая возникновение знаменитых стрельчатых арок. В письме к Льву X некто
указал, что происхождение свое они ведут от тех необрубленных деревьев, которые, если согнуть немного и связать между собой их ветви, образуют заостренную арку. Но это скорее исторический анекдот. А вот благодаря Вазаре, разделявшему неприязнь своих предшественников готики, название готический становится уже общеупотребительным. Мир готики таинственен, запутан и неоднозначен. Любой готический храм – это многосмысловая загадка, только не загаданная вслух, а воплощенная в камне, витражах, выложенных на полу лабиринтах, скульптурах и композициях. С готическими соборами связано огромное количество легенд. Кто-то видит в этих зданиях шедевры зодчества. Для кого-то это вселенная, Библия для неграмотных, антология метафизики, символические послания тамплиеров и алхимиков. Приверженцы эзотерических учений утверждают, что архитектура и символика, например, парижского Нотр-Дама, это своего рода зашифрованный свод оккультных учений. Именно в этом смысле Виктор Гюго говорил о Нотр-Даме как о наиболее удовлетворительном кратком справочнике оккультизма. Легендами окутаны малейшие завитки в орнаментах его декора. Вот, например, легенда о воротах Нотр-Дам-де-Пари. Створки ворот собора Парижской Богоматери украшены замечательным узором из кованого железа со столь же удивительными железными замками. Выковать их было поручено некоему кузнецу по имени Бескренне. Когда кузнец услышал, что ему нужно будет выковать фигурные замки и узоры для ворот самого красивого собора Парижа, то струхнул не на шутку. Решив, что ему никогда с этим не справиться, он попытался призвать на помощь дьявола. На следующий день, когда каноник Нотр-Дама пришел посмотреть на работу, он застал кузнеца без чувств. Но в кузнице взору его предстал настоящий шедевр. Фигурные замки, накладные кованые узоры, представлявшие собой ажурные переплетающиеся листья, словом, каноник остался доволен. Когда же отделка ворот была закончена, а замки врезаны, ворота невозможно было открыть. Пришлось окроплять их святой водой. В 1724 году историк Парижа Анри Саваль высказывал некоторые мысли относительно загадочности происхождения узоров на воротах Нотр-Дама. Никто не знал, как они были сделаны, то ли это литье, то ли они были выкованы. Бескарне оставался нем, секрет был утерян с его смертью. И Саваль добавляет: Бескарне, уязвленный угрызениями совести, погрустнел, стал молчалив и в скором времени умер. Тайну свою он унес с собой, так и не раскрыв ее, то ли из опасений, что секрет будет украден, то ли опасаясь, что в конце концов выяснится, что никто не видел, как он ковал ворота Нотр-Дама. Но эта история лишь легкая разминка для скучающего туриста. Готическая архитектура таит и более глубокие странные вещи. За свою многотысячелетнюю историю искусство знало немало стилей, но очень редко можно назвать автора, точную дату и место рождения какого-либо из них. Готика – редкое исключение. Она появилась на свет во Франции, кстати, именно благодаря свету, из представления о том, что Бог есть свет. Отец готики – аббат Сугерий, бывший настоятелем главного церковного учреждения Франции того времени – аббатства Сен-Дени. Он был одним из самых образованных людей своего времени, теолог, историк,
В 1147 году регент при французском короле Людовике VII, помимо философских сочинений, он написал трактат по эстетике христианской архитектуры, в котором обосновал символическое значение многих элементов архитектурной композиции, в том числе витражей и стрельчатой арки. Новый стиль стал для него воплощением идеи, найденной в трудах, приписываемых в то время основателю древнего монастыря, бывшего усыпальницей французских королей, святому Дионисию, первому святому Франции. Отныне собор – реликварий. Реликварий для божественного света, что проникает внутрь сквозь окна, поглотившие стены. Никогда ранее цвет и свет не играли такой символической роли. Готический собор только вырастает из земли, но живет в небе. Более того, и замкнутая тектоническая архитектура храма превращается в пластическую и пространственную композицию. Готическая архитектура – это не столько организация объемов, сколько одухотворение пространства, внутреннего и внешнего. Можно даже сказать, что готический стиль не оформляет пространство, а превращает все вокруг, отдельные формы, земную твердь и даже небо в образно-значительное целое. Вокруг готического храма и свет, и небо становятся иными. Понятно, что решение столь грандиозной задачи не под силу одному поколению. Соборы строились столетиями. На возведение их, как когда-то древних египетских пирамид, тратились огромные средства, время, силы и жизни тысяч людей. Собор Парижской Богоматери, заложенный в 1163 году, строился более 200 лет и достраивался до конца XIV века. Самый большой из всех готических соборов находится в Реймсе. Его длина 150 метров. Высота башен 80 метров. Для сравнения, девочки, высота девятиэтажки 27 метров. Почти 3 девятиэтажки. Ну, продолжим. Собор возводили с 1211 года до начала XIV века. Гипотеза о возникновении готики как архитектурной революции своего времени у Луи Шарпантье в книге «Тайны Шартского собора» тесно связана с тайнами тамплиеров. Творение мастера может способствовать формированию у человека духовного порыва, особенно архитектурное сооружение, которое затрагивает душу. Ритм материала, открывшийся обладателю умения почти магического, в свою очередь воздействует и на других людей, поскольку в них самих таится нечто созвучное этому ритму. Поэтому во всех цивилизациях религиозные зодчие занимали выдающиеся положения в обществе, и их обучение всегда принимало форму обряда инициации. Этот аргумент в пользу тесной связи тамплиеров со строителями соборов – факт, подтверждаемый как документами, так и легендами. Разумеется, есть и другие способы пробудить в человеке духовное начало. Это поэзия, музыка, цвет, форма, составные части обрядов. Сама Земля обладает такой способностью. В некоторых местах душа чувствует прилив энергии, и туда обычно совершаются паломничества. Любопытно, кстати, что места христианского паломничества часто совпадают с местами паломничества античного и языческого. Тут постоянно происходят чудеса, каким бы богам люди не поклонялись. Так Шартский собор возведен на месте друидского дольмена,
там, где ныне на острове Сите высятся башни собора Нотр-Дам-де-Пари. Некогда там поклонялись Юпитеру и так далее, если копнуть фундамент любого христианского храма. На свет Божий появятся гораздо более древние камни. Многие утверждали, будто новые религии изгоняют прежние, занимая их священные места. Но они просто черпают свою силу из одних и тех же источников, порожденных самой землей. Поэтому люди выбирают для культовых сооружений преимущественно такие места, где духовное начало пробуждается быстрее и легче. Одновременно ведется поиск соответствующей конструкции, позволяющей максимально реализовать задачу инициации этого духовного трепета у прихожан. В средние века для воздействия на народ потребовалась новая форма. Этой формой стал готический стиль. Появление, распространение, даже формирование готического стиля таит в себе загадки. Специалисты в массе своей пошли по самому очевидному пути, высказав предположение, что переход от романского стиля к готическому произошел посредством обычной эволюции. Отсюда термин «переходная готика», появившийся, кстати, довольно поздно. Сначала говорили о примитивной готике, что гораздо точнее. Указанный переход действительно обнаруживается, но только в деталях, в украшениях, в статуе колонне, которая постепенно отрывается от своего основания, в капителях, меняющих форму, в удлинении витражей. По сути, это вовсе не переход, а усвоение новых принципов архитектуры. Каменщики и резчики не создают готический стиль на основе романского. Просто адепты романского стиля приспосабливаются к готическому. Весьма существенный нюанс. Имеются также опыты готического стиля, где чувствуется рука адептов романского. Они хотели бы создать нечто готическое, однако им, судя по всему, не хватает знаний. Равным образом встречаются готические постройки на романском фундаменте. Все это не означает перехода. В архитектурном смысле коренное различие между романским и готическим стилями заключается в форме свода. Изменения в кладке, форме окон и других элементах проистекают из этого фундаментального различия. Романский свод – это покрытие, которое давит на стены. Отсюда следует, что главным элементом конструкции является стена, чрезвычайно мощная и плотная по соображениям безопасности. Готический же свод представляет собой пучок напряжения всех камней. Покрытие больше не давит на стены, а как бы устремляется вверх. Стены в какой-то степени теряют свое значение и словно бы растворяются в пустоте. Отсюда появление больших витражных плоскостей на освобожденных от тяжести несущих функций стен. Между такими системами не может быть прямого перехода. Готический свод раздавил бы романские стены. Готика – эта система совершенно новая. Для аркбутана защемляют свод, который рассыпался бы под этим давлением, если бы не держался благодаря весу своего замка. Между тем, именно весом аркбутанов и создается их боковое давление. Именно весом камней свода создается вертикальное, направленное снизу вверх давление замка. Следовательно, именно весом камней обеспечивается устремление свода вверх. Вес как бы уничтожает себя. Это почти феномен левитации. Стены, кажется, исчезают в потоках света.
льющихся из огромных окон с цветными стеклами. На самом же деле своды неимоверно тяжелы и давят огромным весом, опираясь на контрфорсы, вынесенные за пределы здания и потому невидимые для зрителя, находящегося внутри. Пересечение стрелок свода можно назвать визитной карточкой готического стиля. Создается столь сильное напряжение, что, рассказывают мастера, работавшие на строительстве готических соборов, боялись даже притрагиваться к некоторым камням, ибо от легкого прикосновения возникали такие же звуковые волны, как если бы была задета растянутая до упора пружина или струна музыкального инструмента. И именно эта всегда присутствующая вибрация готического храма, независимо от того, слышно ее или нет, явилась самым мощным средством воздействия на народ, которому принесли в дар эти церкви и соборы, ведь они были не только местом отправления культа, но и своеобразным общим домом, где охотно собирались люди. Зодчий готического храма, свод которого находится в нескольких десятках метров от земли, должен был обладать очень глубокими и серьезными знаниями. В своей книге «Тайны Шартрского собора» Шарпантье приходит к выводу, что строители Шартра и особенно авторы проекта, несомненно, имели в руках некий текст невероятной научной ценности, который вполне мог быть таблицами закона, доставленными из Святой Земли рыцарями-тамплиерами. Согласно легенде, передовые познания в архитектуре принесли с Востока первые рыцари-тамплиеры. 9 французских рыцарей, сподвигнутых Бернаром Клеварским, основателем цистерцианского монашеского ордена, отрешились от всего мирского и отправились на поиски таинств, хранящихся, согласно поверью, в святилище под руинами храма Соломона в Иерусалиме. Подозревали, что во время своего 10-летнего похода рыцари занимались оккультными науками. Когда в 1128 году они вернулись, во Франции распространился слух, будто они нашли ковчег Завета, в котором якобы хранились тайны божественного закона, управляющего в том числе числами, весами и мерами, включая так называемое «золотое число». Это 1,618 тысячных. Пропорция 1 к 1,618 тысячных – это золотое сечение или золотая середина. Она считалась в эпоху Ренессанса и более позднего времени идеальной для эстетического восприятия произведений искусства и архитектуры. Возвращение рыцарей совпало с появлением в Европе первых образцов готической архитектуры, и 6 лет спустя было начато строительство первого собора в Шартре. На сей счет имеется еще несколько примечательных фактов. Религиозные зодчие из братства «Соратники долгой свободы», построившие несколько готических храмов поразительной чистоты линий, не скрывали, у кого позаимствовали свой штрих, нечто вроде описательной геометрии, без которой невозможно создать готическую конструкцию. Эти знания они получили от цистерцианских монахов. Почти все исследователи соглашаются, что готический стиль вышел из ордена цистерцианцев. В крайнем случае цистерцианцев признают распространителями готики.
Орден храма был в некотором роде сыновним по отношению к главному интерцианскому аббатству Сито через святого Бернара Клеварского, который обучил его и доверил ему его миссию. А орден храма теснейшим образом связан с готическим стилем. Французский ученый Даниэль Ро говорит, многие самые существенные черты готического стиля появились благодаря святому Бернару. Поражает воображение тот факт, что среди тогдашнего французского населения, еще весьма немногочисленного, нашлось вообще такое количество каменщиков, резчиков, плотников и даже витражистов, чтобы в пределах одной эпохи возвести громадное количество внушительных храмов. Конечно, их обучением занимались интерцианцы и бенедиктинцы. И тем не менее, сколько зодчих, сколько резчиков, сколько плотников, восклицает Луи Шарпантье. И всем надо было платить. Следовательно, был спонсор. А из числа возможных спонсоров лишь один обладал богатством, позволяющим финансировать подобные проекты. Это орден храма. Стал бы орден это делать, если бы не возложенная на него миссия. И разрешение этой загадки вновь упирается в фигуру святого Бернара. Святой Бернар, который, как считается, имел отношение к возникновению ордена тамплиеров, обучил храм и доверил ему особую миссию. Следовало бы сказать, 3 миссии. Найти ковчег Моисея, развить западную цивилизацию и возвести храм. Окончить столь благородные начинания, как мы помним, рыцарям храмовников помешали обстоятельства им неподвластные. Но готические шедевры продолжают восхищать потомков. В каком бы городе Западной Европы мы ни оказались, если в нем есть готический собор, мы сразу же почувствуем, что он – средоточие всей жизни города. Так было, есть и будет до тех пор, пока собор стоит. Готический собор всегда некая модель мира. И действительно, большие кафедральные соборы строились таким расчетом, чтобы они могли вместить все тогдашнее население города. Иными словами, они должны были быть огромных размеров. В готической архитектуре был достигнут поразительный эффект. Пространство готического собора внутри кажется большим, нежели сам собор, когда осматриваешь его снаружи. В своей образности собор в высокой готике стремился воплотить все христианское знание – теологическое, естественно-научное, историческое, где все элементы должны находиться каждый на своем месте, а все то, что еще не нашло своего определенного места, подавляться. Соборы были энциклопедиями той эпохи. В них полностью отображен и рационализм мышления, целостное восприятие мира, желание охватить в единстве сущность бытия, космоса, истории и их проекции в мире спиритуальном. Начиная с XVII века различные исследователи с большей или меньшей убедительностью раскрывали тайный смысл символики готической архитектуры. Фулканелли, написавший знаменитую книгу «Загадки соборов», уже стал авторитетом в этой области. В нескольких фильмах ужасов, действия которых происходят в оскверненных соборах, где появляется нечистая сила, имеются обязательные ссылки на Фулканелли. До сих пор продолжают жить легенды о том, что средневековые алхимики закодировали в геометрии готической архитектуры секрет философского камня. Фулканелли видел немало алхимических символов в отделке собора Нотр-Дам.
Мир скульптуры собора Парижской Богоматери вообще занимает особое место в этой азбуке спиритуального. Барельефы на фасаде большого портала, называемого главным входом или входом правосудия, являют собой серию аллегорических изображений средневекового знания. Алхимия изображена в виде женщины, чья голова касается облаков. Она сидит на троне и держит в левой руке скипетр, символ монарха, а в правой поддерживает книги, закрытую эзотеризм и открытую экзотеризм. Лестница с 9 ступенями зажата между ее коленями и опирается на грудь. Это символ терпения, которым должен обладать алхимик во время 9 последовательных операций геометрического делания. На боковых сторонах, ограничивающих главный вход, мы видим на уровне глаз 2 маленьких барельефа. Барельеф на левой колонне изображает алхимика, открывающего таинственный источник, дающий материю делания, одну из составляющих алхимической трансмутации. На соседнем контрфорсе изображено приготовление философского состава. Оккультные сюжеты изображены в 2 ряда один на другим, вправо и влево от входа. Там, на цоколях колонн, находится каноническое для алхимии, так как в нем заключен ее ключевой момент – изображение ворона. Фулканелли также писал: «Если, подталкиваемый любопытством или просто ради праздной прогулки погожим летним днем, вы подниметесь по витой лестнице, ведущей к верхним этажам собора, вы увидите посередине вереницы химер. Удивительный барельеф старца, высеченный из камня. Это он, алхимик Нотр-Дама. На голове у него колпак, атрибут адепта. Он не размышляет. Он наблюдает. Пристальный, острый взгляд. Вся его поза выражает крайнее напряжение. Важной деталью готического собора является изображение лабиринта. Один из самых известных лабиринтов выложен на полу Шартрского собора, но аналогичные образы встречаются повсеместно. Основная идея этого символа заключается в возврате к духу путем прохождения по запутанной дороге к центру. Прохождение лабиринта символизирует также духовную эволюцию, путь адепта, получающего в результате святой Грааль, философский камень или сокрытую печать. По мнению Успенского, химеры и другие фигуры собора Парижской Богоматери передают психологические идеи их строителей, главным образом идею сложного характера души. И в заключение делается предположение, что цель создателей Нотр-Дама состояла не в том, чтобы научить всех людей, а лишь в том, чтобы передать некоторые идеи немногим через пространство времени. Хотя подобная точка зрения достаточно спорна, все же общепризнано, что не только каждая деталь готического собора служит символом, но и пропорции и конфигурации несут явное смысловое значение. Любой собор Средневековья, независимо от того, построен он в романском или готическом стиле, можно назвать Библией для неграмотных. По мнению упоминавшегося выше аббата Сугерия, скульптуры, барельефы и витражи предназначались для того, чтобы показать простым людям, не умеющим читать священное писание, во что они должны верить. Помимо композиции на библейские и евангельские сюжеты, отдельных фигур Христа, Марии, апостолов, на них помещались эпизоды из легенд о святых, изображения исторических событий и назидательных притч.
Однако библейскими историями содержание гигантского каменного комикса, так называемого, которым являлся и является каждый из соборов, не исчерпывается. Рядом с иллюстрациями к священному писанию мастера помещали сюжеты из жизни своих современников, переплетая и те, и другие причудливыми, совершенно не библейскими, а порой и пугающими изображениями химер, демонов, странных аборигенов неизвестных земель. Ведь представление о географии земного мира средневекового человека сильно отличалось от современных. Вообще поражает разнообразие сюжетов в готической архитектуре. Здесь есть практически все. Бытовые сцены, изображения святых, монархов, рыцарей, евангельских эпизодов, сцен страшного суда, мифических и фантастических животных. Святые здесь соседствуют с неведомыми, диковинными существами, таинственные знаки древности с христианской символикой. Из изысканных каменных кружев, окутывающих собор, то тут, то там высовываются наружу сколь уродливые, столь и причудливые фигуры и морды горгулей и прочих бестий, насмешливо смотрящих на бесконечный поток паломников и туристов, стекающихся на соборную площадь. Откуда взялся обычай украшать готические храмы гротескными скульптурами людей, чудовищ и монстров? Даже в наше время такое тесное соседство божественного и низменного несколько озадачивает. По-видимому, точного ответа на этот вопрос не существует. Известно, однако, что отношение средневековой церкви к этому явлению было весьма неоднозначным. Далеко не всем отцам церкви нравилось, что храмы Божьи служат прибежищем целым толпам разнообразной нечисти, пусть и окаменелой. Дебаты вокруг гротеска возникали неоднократно. Так в 1125 году святой Бернард Клеварский сетовал: «Но какая польза, братья, благочестиво читающие в монастыре, от этих странных монстров, чудес извращенной красоты или красивого уродства? Здесь несколько голов могут расти из одного тела. Четвероногое тело может иметь голову змеи, а голова четвероногого может покоиться на теле рыбы. Всемогущий Бог! Если уж мы не стыдимся всей этой нечисти, мы хотя бы должны жалеть потраченных средств». Настоящая полемика разгорелась между монахами цистерцианского ордена святого Бернарда и бенедиктинцами из Клюни. Один из наиболее остроумных аргументов последних звучал следующим образом: Бог непостижим. Он находится вне возможностей какого-либо описания и изображения. Гротескные изваяния, доводя наше воображение до крайних пределов, напоминают нам об этом. По всей видимости, бенедиктинцы придерживались того мнения, что здание готического собора – это вселенная в миниатюре, а потому оно может вмещать в себя изображение не только всего существующего на Земле, но и всего того, что только вообще может предстать воображению человека. Противники святого Бернарда полагали также, что грубоватый и не лишенный юмора символизм каменных гротесков как нельзя лучше подходит для воспитания паствы, основную часть которой составляли люди простые и неграмотные. Главной задачей этих каменных монстров, по мнению монахов, было напоминать о грехах и возмездии, а по народному поверью горгулей необходимо было рассматривать. При этом они забирают у людей все болезни, а главное, забирали все плохие человеческие качества: гордость, жадность,
лень, зависть. Пока церковники спорили, безвестные каменщики возводили храмы. И что сами они думали о своих творениях, нам, к сожалению, неизвестно. Свои мысли и чувства они облекали в камень. Судя по всему, в их творениях воплотились не только христианские, но и более древние языческие верования людей в добрых и злых духов, населяющих небо и землю. Гротескные изображения простые люди воспринимали как своеобразные обереги, охраняющие храмы и прихожан от злых сил. Готические соборы подобны коронам. В каменных лепестках роз так называют знаменитые круглые окна, ставшие неизменным их атрибутом. Горят драгоценным сиянием самоцветов витражи, хранят молчание барельефы. Некоторые загадки уже разгаданы, какие-то еще предстоит раскрыть. А есть секреты, которые не будут объяснены уже никогда. Вот так, девочки. Сегодня мы с вами познакомились о таком стиле средневековья, как какой? Готический. Готический. Правильно. Ну, а на сим буду прощаться с вами до очередного видео отчетного. Всем желаю мира, здоровья, благополучия. Пока-пока.